Привет, коллеги! В эфире Blondigot, и сегодня мы будем программировать искусственный интеллект для оленей. Признавайтесь, кто в детстве мечтал стать оленеводом, а потом понял, что программистам платят больше. И вот мы в Unreal Engine пытаемся создать пушистого нейтрального NPC для развлечения геймеров. Действие будет происходить в стандартной темплейте игры от третьего лица, но вы можете выбрать любую другую, не думая, что олень обидится. И, конечно же, нам понадобится модель оленя, желательно анимированная и бесплатная. Отправляемся в Marketplace и ищем фришный набор зверюшек от Epic Games. Нашлось целых 2 набора, нам нужен тот, что справа. Если он у вас не куплен, положите в корзинку и нажмите на кнопку Checkout. Теперь набор ассетов будет во вкладке Library в разделе Vault. Находим наш Animal Variety Pack и добавляем свой проект. Теперь, когда модельки скачаются, в корне проекта появится папка Animal Variety Pack. И там весь зоопарк, разложенный по папкам. Ворона, олень, лиса, свинья и волк. Внутри находятся меши и анимации. Я создам в корне папку под названием NPC, куда сложу все классы для работы с оленем. Для начала нам понадобится персонаж. Выбираем Blueprint Class Character, назовем свой класс Deer Character и настроим его. В качестве меша вставляем Deer Stack. Это тот, что с красивыми рогами. Засунем его в капсулу как-нибудь. Для этого урока нам не особо важно, как он будет взаимодействовать с окружающим миром. Я просто поставлю его ноги на землю. И для анимации тоже не мешало бы создать свой класс. Поэтому идем в той же папке NPC, выбираем Animation Blueprint. Выбираем скелет нашего оленя и назовем его Deer Anim BP. Ctrl-Shift-S, сохранить все в проекте. Очень полезный шорткат. И вот теперь можно зайти в Deer Character и выбрать класс для анимации на меше Deer Anim BP, который мы только что создали. Compile и идем разбираться с контроллером. В секции Pawn для самого Deer Character находим AI Controller Class. И пока нам нечего туда назначить, потому что нужно создать контроллер для управления NPC. Blueprint Class, открываем все классы и ищем AI Controller. Наш класс называется Deer AI Controller, и по факту он оленей мозг, как бы обидно это ни звучало. В нашем случае это, правда, не очень умный NPC, он будет просто бегать туда-сюда без особой цели. Можно поместить его на сцену и посмотреть, так сказать, в глаза оленьи. Наш олень похож на чучело, но так и должно быть без записанных анимаций, и его ноги по-прежнему не на земле. Давайте это исправим. Хотя нет, лучше подвинем меш в капсуле. Если вам мешает сетка, ее можно отключить, чтобы точнее двигать детали. И кроме того, олень смотрит не в ту сторону и при таком раскладе будет бегать боком. Теперь порядок. Теперь давайте разберемся с анимациями, чтобы не смотреть на эту жертву таксидермиста, а то он меня пугает. Заходим в Deer Anim BP и во вкладке Anim Graph добавляем State Machine. Я назову ее Locomotion. Именно здесь будет описано движение нашего оленя. Ну и Idle Animation, когда он отдыхает. Заходим внутрь машины и создаем новое состояние. Я назову его Idle Walk Run. Все удовольствия сразу. Фактически у нас одно состояние, анимация в котором будет зависеть от скорости движения персонажа. Давайте узнаем скорость оленя. Для этого в Event Graph создадим переменную под названием Speed, типа Float. Именно туда будем записывать текущую скорость оленя. По событию Update Animation проверим для начала, а есть ли что анимировать. Try Get Pawn Owner is Valid. И все дальнейшие манипуляции будем производить только в случае успеха. Get Velocity – это то, что нужно. Set Speed в случае, если Pawn Owner is Valid. И Return Value, очевидно, не Float. Поэтому узнаем длину вектора. Vector Length. И это значение передадим в переменную Speed. Теперь у нас есть скорость. Но нет ни одной анимации. Давайте это исправим. В папке NPC создадим Animation Blend Space 1D. Blend Space – это переход между анимациями по некому условию. 1D означает, что ось условия будет одна, в нашем случае скорость объекта. То есть мы создадим алгоритм перехода между анимацией покоя и движения в зависимости от скорости. Skeletal Mesh, конечно же, наш олень. Имя параметра Speed. Минимальное значение 0, когда олень стоит на месте. Максимальное 600 – это бег.
По умолчанию у персонажа максимальная скорость шага 600 юнитов в секунду, но вы можете изменить это значение, и тогда максимальное значение параметра speed тоже нужно будет изменить. Сейчас наша ось на линейке представляет собой скорость от 0 юнитов до 600, и наша задача подобрать анимацию для состояния покоя. Это что-то вроде idle. Здесь целых 3 таких анимации, но я выберу idle breeze, пусть стоит и дышит. Перетаскиваем эту анимацию в позицию 0, и после разгона до 300 олень начинает шагать. Это анимация walk. Можно перемещать зеленый ползунок по оси и смотреть, как анимации перетекают друг в друга. Это и есть blend. И со скорости 600 мы переходим на галоп. Это анимация run. Посмотрим, как олень разгоняется и замедляется. Прекрасно. Поставим Interpolation Time в 0,2, чтобы сделать переходы более гладкими, и сохраним. Теперь на графе анимации для состояния Idle Walk Run можно назначить в качестве анимации наш Blend. В зависимости от скорости движения олень будет или стоять на месте, или весело скакать. Давайте создадим для него дерево поведения. Это класс Behavior Tree в разделе Artificial Intelligence. Назову его DeerBT. И еще нам понадобится Blackboard, тоже из раздела Artificial Intelligence. Пусть называется DeerBB. Здесь мы будем хранить ключ типа вектор под названием Destination. Как вы наверняка догадались, это точка, куда наш NPC будет направляться. И еще один класс, который нам понадобится, BT-Task Blueprint Base. Здесь мы опишем алгоритм поиска точки назначения оленя. BTT Find Location – это задача для дерева поведений. Заходим в Event Graph и находим event Receive Execute. Это точка входа в задание. Находим местоположение оленя на момент входа. Get Actor Location. А затем ищем подходящую точку в области NavMesh. Get Random Reachable Point Radius. В качестве Origin позиция NPC, то есть эта функция вычислит для нас новую точку перемещения NPC в заданном радиусе. Допустим, 10 тысяч юнитов. Все равно за пределы NavMesh он никак не убежит. Осталось только добавить NavMesh Bounce Volume на сцену. Это зона навигации для акторов на сцене. Именно в этом объеме олени будут искать себе точку назначения. Чтобы подсветить NavMesh, нажмите клавишу P. Чтобы убрать подсветку, нажмите ее еще раз. Вернемся в Task, и теперь нам понадобится переменная Destination. Делаем ее видимой снаружи. И тип этой переменной – Blackboard Key Selector. Вытаскиваем ее на граф, Get Destination, и далее нам понадобится функция Set Blackboard Value as Vector. В качестве ключа передаем Destination, а в качестве значения вектор Random Location, который для нас вычислила функция Get Random Reachable Point Radius. Только что мы записали в Blackboard точку назначения для перемещения NPC. Выходим из задачи, Finish Execute, и ставим Success True при любом раскладе. В принципе, ошибки здесь быть не должно. Можно закомпилить и отправляться в контроллер, Deer AI Controller, где по событию Begin Play нам нужно запустить дерево поведения, Run Behavior Tree. В качестве дерева указываем DeerBT. Заходим в Behavior Tree и из корневой ноды вытаскиваем ветку под названием Sequence, то есть последовательность. Эта нода будет запускать все дочерние ветки слева направо по порядку. Первым делом запускаем нашу задачу BTT Find Location для поиска пункта назначения. Параметр Destination ставим равным Destination. Затем запускаем Task Move To и в качестве Blackboard Key передаем Destination. И, наконец, добавляем задачу Wait, то есть пауза перед следующим перемещением. И ждем, скажем, 1 секунду. Все задачи в секвенс выполняются слева направо, и если я хочу поменять их порядок, я просто перетаскиваю ноды, и их номера меняются. Но, конечно, Move To нужно вызывать после того, как получена точка Destination. Давайте, наконец, назначим оленю контроллер. В свойствах Deer Character во вкладке Pawn находим AI Controller класс. И наш контроллер – это Deer AI Controller. И теперь можно протестировать поведение NPC и посмотреть, как красиво олень перемещается по сцене. В принципе, с задачей мы справились, можно отдавать игру в продакшн. В конце концов, с Киберпанком 2077 это прокатило.
На самом деле я забыла разобраться со входным параметром под названием speed в dir animbp. Параметр как бы есть, но скорость всегда равна нулю. Давайте подключим переменную speed и посмотрим, что получилось. Уже гораздо лучше, но все еще не идеально. Мне не нравится, как олень разворачивается, так что давайте и это поправим. В свойствах dir character находим галочку Use Controller Rotation Yaw и снимаем ее. Затем переходим в свойства компонента Character Movement и ставим checker Orient Rotation to Movement в True. Компилим и наблюдаем за оленем, который весело скачет по сцене с неизвестными намерениями. Пользуясь деревом поведения, можно прописать более сложный характер NPC, добавить больше состояний покоя, например, дать оленям пожевать травки или добавить им чувства, чтобы при приближении игрока они разбегались. Может быть, сделать паузу между перемещениями рандомной. А после того, как вы настроили NPC, можно поместить их на сцену столько, сколько душе угодно. И почувствовать себя настоящим оленеводом. Надеюсь, это видео было полезным. Если так, то не скупитесь на лайки, репосты и комментарии. А если вдруг еще не подписаны на канал, то подпишитесь и включите колокольчик. Благодарю за внимание. Приятного вам программирования!